Я рад приветствовать вас на канале Чакруна. В этом видео я хочу поговорить о шаманских силах. Мы разберемся с тем, что такое шаманская сила, какие они бывают и для чего они, собственно, нужны, для чего они применяются. И в первую очередь нужно сказать, что шаманская сила – это понятие из магического описания мира. Кто не знаком с понятием описания мира, что такое описание мира, я рекомендую посмотреть наше отдельное видео на эту тему. А здесь могу сказать, что магическое описание мира – это, по сути, описание мира противоположное описанию мира людей. Описание мира людей – это описание наше привычное, повседневное. Описание мира магов – это то описание, к которому сами ученые сейчас постепенно все больше подходят, когда говорят, что весь мир – это энергия, что этот поток энергии всепроникающий, все взаимосвязано. И многие феномены нельзя объяснить просто с позиции объективного восприятия и описания мира. Вот. Но следует сказать, обратите внимание, что мы не говорим шаманские энергии, мы говорим шаманские силы. Тем самым в Чакруне мы подчеркиваем, что сила – это, с одной стороны, это да, очень похоже на энергию, то, что говорят, описывают как энергия. А с другой стороны, сила – это нечто живое, нечто осознающее, нечто обладающее своим характером, своей волей, своей историей, своими какими-то, возможно, даже целями и так далее. То есть это, по сути, жизнь. Жизнь полноценная, разносторонняя, практически живое существо, хотя и отличается от тех живых существ, как мы их обычно описываем. Но в чем разница между силой и существом, мы поговорим как-нибудь в другом видео. Сейчас наша задача познакомиться с понятием шаманских сил. Ну что же, давайте тогда, чтобы не быть голословными, просто посмотрим примеры. Вот появилась в центре экрана картинка. И эта картинка, она символизирует собой стихию воздуха. Воздух – это одна из больших стихий, и ее тоже можно рассматривать как силу. Ученые тоже рассматривают ее как силу, точнее даже не просто ученые, а скорее энергетики, потому что, как вы видите, она вполне успешно сейчас применяется для того, чтобы добывать электроэнергию. Но напомню опять же, что когда мы говорим энергия, мы часто подразумеваем просто заряд батарейки. Просто некий показатель, который говорит, сколько энергии у нас есть, чтобы что-то там сделать. Энергия, как правило, не понимается как нечто живое, что обладает своим характером, своей волей, своими особенностями и так далее. А когда мы говорим стихия или сила, то мы подразумеваем конкретно нечто живое, и с точки зрения магического описания, обладающая и осознанием, и волей, и характером, и любыми другими характеристиками, которые только можно себе вообразить. Достаточно нам лишь начать исследовать эту силу и общаться с ней. Вот. Давайте взглянем на какую-нибудь другую картинку. Вот, стихия воды. Стихия воды – это тоже шаманская сила. Она тоже живая, она обладает своей памятью, она обладает некой своей структурой, своим характером, своим поведением и так далее. Ну, в принципе, как вы уже догадались, все стихии – это шаманские силы. Стихия огня – это тоже шаманская сила, причем очень серьезная. Любая сила может быть как полезной, так и опасной. С ней нужно уметь общаться, нужно уметь находить с ней общий язык и правильный подход к взаимодействию с этой силой. Что касается стихии огня, то здесь на картинке она показывает себя в таком буйственном, разрушительном амплуа, но, тем не менее, нам хорошо известно, что на самом деле именно благодаря огню наш
род людей, человеческий род эволюционировал и развивался во многом именно благодаря этой стихии. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что стихия огня созидательная и даже более того, она стихия эволюции. Но об этом мы как-нибудь поговорим подробнее в другой раз. Стихия Земли завершает сейчас этот список примеров стихий. Она тоже очень мощная стихия. Надо знать, что все стихии, как огонь, так вода, так и земля, они могут исцелять, они могут очищать, они могут заряжать энергией. Вот как-то про воду и про воздух, к примеру, мы это больше знаем. Про землю как-то в последний раз думают, что она может исцелять или очищать. И это зря на самом деле, потому что есть множество практик, в которых используется именно стихия огня для того, чтобы очищать наше тело, очищать наше сознание, нашу душу, и для того, чтобы мы заряжались какой-то энергией, исцелялись от каких-то своих болезней. Но об этом опять же в другой раз. Вот в принципе по стихиям все. Гром, молния, буря. Все это погодная стихия, все эти проявления погоды, как все вместе, так по отдельности, можно описывать как шаманскую силу, очень мощную, очень буйную, очень своенравную. И нужно тоже уметь с ними общаться. К примеру, всем известно, что издревле шаманы умели вызывать погоду, умели вызывать дождь, призывать его, общаясь с этой стихией, с этой силой. Вот. Но до сих пор мы рассматривали феномены более такие природные, естественные, которые существуют, по сути, независимо от человека. Но если мы заглянем в общество, внутрь человеческого общества, то мы обнаружим, что на самом деле все проявления человеческого общества также можно рассматривать как сила. Вот в том числе и деньги. Деньги – это тоже сила, причем тоже со своим характером, со своими особенностями. И с этой силой тоже весьма полезно уметь взаимодействовать, общаться с ней, для того, чтобы получать какую-то пользу для себя, для своих целей, для своего жизненного пути. Вот. В принципе, надо было сразу про это сказать, но согласно магическому описанию мира, вся Вселенная, все, что в ней есть, все ее феномены, самые маленькие, самые огромные, вся Вселенная целиком, это одна большая сила. Мы в Чакруне называем ее Майя. И все, какие только есть во Вселенной феномены, любое, что мы можем выхватить из Вселенной своим вниманием, обратить на него внимание, можно рассматривать как отдельную шаманскую силу. Другой вопрос, какая от этого польза? Какой смысл рассматривать там какие-то силы, которые не имеют для нас никакого практического значения ни в качестве какой-то защиты, ни в качестве какого-то обучения и так далее. Вот. Это картинка к теме о эмоциях, о чувствах. Надо сказать, что человеческие эмоции, да и не просто человеческие, а просто эмоции, потому что звери тоже могут испытывать эмоции, животные. И это тоже силы. Гнев – это сила, это весьма могущественная сила. И вот на примере этих сил можно еще вспомнить такой важный факт по поводу шаманских сил. То, что объективное описание мира, когда оно описывает какой-то объект, какой-то феномен, подразумевается, что у этого феномена есть границы, есть какой-то объем, который он занимает. К примеру, вот моя колода. Сейчас попробую ее достать. Вот. С точки зрения объективной реальности, у нее есть границы. Она сделана из определенного материала. И
четкое пространство в пространстве и времени оно занимает, правильно? Но с точки зрения магического описания мира, когда мы говорим о каких-то феноменах, то мы не можем выставить четкие границы и сказать, что вот здесь этот феномен заканчивается, а вот здесь он начинается. Все здесь гораздо сложнее и, с другой стороны, проще. Когда мы говорим о эмоциях, на самом деле, то с точки зрения магического описания мира мы зачастую можем столкнуться с тем фактом, что нельзя сказать, что вот это чувство, которое мы сейчас испытываем, оно исключительно наше. Вы же даже с точки зрения объективной реальности мы часто признаем, что мы просто заряжаемся какими-то чувствами, цепляем какие-то эмоции и ощущения от других людей. А бывает так, что это передается даже без всяких вербальных и невербальных источников, скажем так. С точки зрения магического описания, гнев – это тоже сила, которая существует сама по себе. И она очень могущественная, очень древняя. У нее своя история, характер. И она может проявлять себя в человеческом обществе очень мощно и агрессивно, вплоть до того, что вызывать умопомрачение у большого количества людей, которые подвержены этой силе. Тем самым она может добиваться каких-то своих целей, каких-то своих задач, и это может весьма плачевно отражаться на людях, вызывая целые войны и так далее. Но не буду дальше пугать вас, просто мы должны подразумевать, что иногда те чувства, эмоции, которые мы испытываем, не обязательно мы сами их создаем, генерируем. Так или иначе, это через нас начинает проявляться вселенская сила. И если у нас не выстроены гармоничные отношения с миром, с этими силами, то они могут завладеть нами и проявляться через нас очень интенсивно. Поехали дальше. Ага, тут была картинка, которая символизировала другую очень важную силу, пожалуй, самую важную для нас, как для человеческих существ и как для отдельных личностей, с которой начинается весь практический подход в чакруне. Вся работа с шаманскими силами начинается именно с этой силы. И она называется личная сила. То есть личная сила – это мы сами как сила, как единый поток силы, но как индивидуальность в то же время. То есть наша личная сила включает в себя и нас как человеческих существ, и нас как нечто большее, чем люди. Ту нашу часть, ту большую часть айсберга, о которой мы сами не имеем никакого представления, и либо имеем очень смутное представление о том, кто мы на самом деле такие. В магическом описании нас называют иногда светящиеся существа, другими какими-то эпитетами. В других школах можно услышать, что каждый мужчина, каждая женщина – это звезда. Но так или иначе, можно сказать, что каждый человек – это некая сила. И вот эта вот сила, мы ее называем личная сила, она имеет огромнейшую роль во всей нашей жизни. Она определяет то, насколько мы удачливы, насколько мы крепки здоровьем, насколько мы успешны, как мы добиваемся результатов, которые ставим перед собой, как мы умеем управлять собой и окружающим миром, каким знанием мы обладаем и многое-многое другое. Все, что вы можете представить себе, практически полностью, да какого практически полностью, так или иначе, зависит от нашей личной силы. И если человек растрачивает свою личную силу, его возможности в этом мире и в любых мирах, они уменьшаются. И если человек накапливает свою личную силу, укрепляет ее, развивает ее, то так или иначе он становится более успешный в своих целях, на своем пути сердца. Он становится более выносливый, более живучий, здоровый и так далее. Поэтому с практического этого подхода нам нужно научиться общаться со своей собственной личной силой, которой мы по сути являемся.
наладить с ней контакт и способствовать тому, чтобы эта сила росла. Собственно, этим мы и занимаемся в чакруне. И вот эта картинка, она символизирует собой практический подход в чакруне ко всем шаманским силам. То есть сила здесь символизируется как женщина, женское начало Вселенной, оно по сути и есть сила, но об этом как-нибудь в другой раз. И в то же время она здесь стоит возле школьной доски, что означает, что мы в чакруне относимся к силам как к учителям. Каждая сила – это учитель. На самом деле существовало и будет еще существовать множество различных школ, в которых работают с шаманскими силами, называя их по-разному, и даже не называя их силами. Но так или иначе, это силы. И каждая система подбирает для себя некий набор сил, формирует их в систему, которая позволяла бы нам эффективно развивать альтернативное описание мира, отличное от мира людей, то есть магическое описание. И благодаря этому магическому описанию мы можем эволюционировать и развиваться дальше, за пределы своего примитивного описания мира людей. Потому что каким бы оно бы ни было бы технологически развитым и высокоиндустриальным и так далее, научным, то так или иначе, в силу своего единственного объективного подхода, описание мира людей, оно не позволяет нам выйти дальше за рамки этого описания и начать управлять своим восприятием напрямую. Нам нужно для этого магическое описание мира, альтернативное описание мира, которое позволит нам начать работать со своим восприятием и выйти за рамки, которые накладывает на нас объективное восприятие. Для этого нам нужны учителя. И этими учителями являются шаманские силы. Они являются и защитниками, и учителями, и провокаторами, и воспитателями, и все, что только можно себе вообразить. Пару слов о том, какие бывают еще магические системы и как это происходило в истории. Благодаря книгам и работам Карлоса Кастанеды нам довольно неплохо известно так называемое толтекское описание мира, толтекская традиция, в которой также присутствует набор определенных шаманских сил. Это такие силы, как сила духа, или сила ветра, ее еще называем мы, сила сознания, это она же по сути, сила безмолвия, очень важная сила, которая открывает двери восприятия, которая открывает нам доступ ко всем своим способностям и возможностям, какие у нас только есть. Сила смерти, она тоже является великой, могущественной, мудрой силой, которая неразрывно связана со всем кругом жизни, и она является нашим и защитником, и учителем, и воспитателем. И сила знания. Знание – это сила. Это не просто информация, которую мы накапливаем о Вселенной, а это живая сила, которая вечная, бессмертная, которая никогда не устаревает. Если вы обладаете знанием внутри себя, то в нужный момент оно прорастает как зернышко новыми описаниями, новыми пониманиями, новыми мыслями, которые актуальны здесь, сейчас. В отличие просто от какого-то писания формализованного, которое со временем устаревает, и эти слова, эти формы становятся просто шелухой. Вот, то есть в толтекском описании есть многие шаманские силы, о которых мы говорим в чакруне. Потому что, как выяснилось, если мы начнем рассматривать множество различных магических систем по всей планете в разные эпохи времени, которые появлялись и исчезали, вот, к примеру, справа вы видите изображение календаря Цолькин. В общем, мы обнаружили,
что по сути во многих традициях, культурах используются разные названия, которыми обозначают одни и те же силы. Когда я сам исследовал это, то обнаружил, что вот эти знаки Цолькина — это ничто иное, как те же самые шаманские силы. Они существуют сами по себе, но в то же время они очень плотно связаны с людьми, очень плотно связаны с нами. То есть это те учителя, те силы, которые идеально подходят нам для того, чтобы эволюционировать и развиваться. Хочу просто немножко поиграть с колодой, может быть, что-нибудь прикольное сейчас получится. Какая-нибудь сила мне что-нибудь сейчас скажет. У меня вышло две силы. Одна из них называется Солнце. Солнце — это последняя сила в чакруне и в то же время самая-самая первая. Солнце — это цель нашего пути в чакруне. Движение к Солнцу. Достижение Солнца. Солнце символизирует собой абсолютное просветление. Солнце символизирует собой Вселенную, которая является одним единым Богом, божественной природой, божественной сущностью, которая присутствует во всем и всегда, и которой мы двигаемся, которой мы являемся на самом деле. Просто мы играем в игру для того, чтобы осознать и наслаждаться этой Вселенной. Солнце — это Бог, который присутствует во всем, и Он всегда находится в наслаждении, в блаженстве и в состоянии вечной игры. Другая карта, под которую я срезал, это небо или зеркало. Это суровый учитель, это мастер храма, и он обучает нас тому, как стать безупречными, как стать достаточно чистыми, как стать достаточно подготовленными для того, чтобы эволюционировать и развиваться дальше. То есть это такой строгий экзаменатор, который не пропустит нас дальше, пока мы не пройдем все необходимые уроки. Вот, кстати, да, сверху у меня лежала сила воина или сила героя. Это сила безупречности. А снизу у меня была как раз-таки сила смерти. То есть на самом деле в чакруне мы работаем с разными шаманскими силами, но далеко не со всеми сразу мы знакомимся, потому что некоторые из них довольно опасны, если вы не подготовлены, если вы недостаточно безупречны и не умеете в должной степени взаимодействовать со своей личной силой. Вот. Но как раз таки то, что я сейчас рассказал, оно в первую очередь даже относится к толтекской традиции. Это традиция пути воина. Это традиция, где главной силой, которая становится в центре мира воина, является смерть. И сила неба, сила бесконечности — это та сила, которая позволяет нам, собственно, стать на путь воина. Но об этом далеко не сразу. Так. И что напоследок я должен вам сказать? Вот. Ну вот, собственно, исследуя эти шаманские силы, мы на личном опыте убедились, что они связаны также с направлениями. То есть каждое направление по своей сути — это тоже шаманская сила. Она имеет свою какую-то особую природу. И вот эти вот шаманские силы, которые я только что вам показывал в картинках, многие из них имеют свое собственное направление в круге. Так образовалась чакруна. И в той же толтекской традиции говорится, что у каждого человека есть его особое направление. Это направление его личной силы. То есть то направление, в котором он черпает личную силу, которая напрямую связана с ней. И в чакруне мы рассматриваем 16 секторов, 16 домов, каждый из которых связан
с какой-то шаманской силой. И если вам удается найти направление своей личной силы, значит вы находите свой родовой тотем. Вы находите мастера среди шаманских сил, который имеет непосредственное отношение к вашей личной силе, который помогает вам ее взращивать, воспитывать, развивать и так далее. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно подготовиться. В первую очередь нужно получить хорошую, мощную связь с живой землей. А для этого мы занимаемся церемонией, которая называется Храм Земли. Об этом уже в следующих видео. Ну, в принципе, я сказал все, что хотела сейчас сказать о шаманских силах. Да, там еще где-то была картинка про... Сейчас поищу, может быть, найду ее. Вот, как же я забыл про нее. Напоследок скажу, что я уже начал говорить о том, что каким-то образом получается, что у всех культур, по сути, одни и те же шаманские силы. На это натолкнулся еще в свое время Карл Густав Юнг, знаменитый ученый, которого мне нравится больше всех среди психологов. Его даже и психологом сложно назвать, это личность гораздо большего масштаба, чем просто психолог. Карл Густав Юнг очень активно исследовал феномен, который называется архетипы коллективного бессознательного. И в свое время я знаком был с ним, ознакомливался, изучал их. И выяснилось, что те архетипы, которые он описывает, это все те же самые шаманские силы. И он активно исследовал также мандалу, круг, занимался с ним. И вот слева на экране вы видите изображение колеса медицины, то есть традиция колеса, традиция чакруны. Это на самом деле очень древняя традиция, которая была на планете всегда. Она эволюционировала и развивалась, и эти стороны собой символизируют разные, если говорить на языке восточной традиции, разные скандхи сознания, либо архетипы, как их называют в психологии. И вот сейчас мы формируем новую мандалу, которую называем чакруна сейчас. Мы собираем, интегрируем в эту традицию все кусочки мозаики, потому что на самом деле на планете традиция одна. Это традиция Земли. То есть наша задача в чакруне не придумать что-то из головы. Наша задача сердцем слушать Землю, слушать силой. Земля живая, сновидящая мать и отец, и все вместе сразу. И она помогает нам эту традицию сновидеть для того, чтобы достичь этого единого солнца. Ну, в принципе, вот и все. Достаточно уже на этот раз. И так уже много получилось. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч!